Тема «Албанское восстание 1912 года». Албанское восстание 1912 года было восстанием против правления Османской империи в Албании и продолжалось с января по август 1912 года. Албанцы-мусульмане воевали против османов, которыми в то время управляла партия «Единение и прогресс». Основными причинами албанского восстания 1912 года были изменения, введенные партией «Единение и прогресс» для албанцев, которые включали повышение налогов, призыв албанцев в османскую армию и разоружение албанского гражданского населения. Албанцы были не единственной группой, поднявшей восстание против партии «Единение и прогресс». В Сирии и на Аравийском полуострове тоже происходили мятежи. Первое крупное албанское восстание в 1910 году, возглавленное Исой Балетини и Идрисом Сефери, было поддержано Болгарией и Черногорией. После 2 недель ожесточенных боев албанские повстанцы и Иса Балетини отступили в район Дреница, в то время как Идрис Сефери со своими оставшимися солдатами отступил в район Карадаг, где продолжал сопротивление. Султан Мехмед V Ришад посетил Приштину в июне 1911 года и объявил амнистию для всех, кто участвовал в восстании, за исключением тех, кто совершил убийство. Чтобы успокоить ситуацию, султан пошел на ряд уступок, в том числе создание албанских школ, военная служба должна быть ограничена территорией Косовского вилаета, отмена всех воинских повинностей и налогов на 2 года, назначение государственных служащих, говорящих на албанском языке. В конце 1911 года группа албанских депутатов во главе с Исмаилом Кемали начала дебаты в османском парламенте. Они потребовали предоставить албанцам дополнительные права в культурной и административной сферах. В январе 1912 года Хасан Приштина, албанский депутат парламента Османской империи, публично предупредил парламентариев, что политика партии «Единение и прогресс» приведет к революции в Албании. После этой речи Исмаил Кемали предложил встретиться с Хасаном. Они встретились в тот же вечер в доме Хасана Приштины и договорились организовать восстание в Албании. На следующий день они встретились в стамбульском отеле Пера Палас. Там к ним присоединились следующие политические и государственные деятели: Мефит Бей Либахова, Эсад Паша Топтани, Азиз Паша Авриони и Сурая Влера. Они договорились объединить свои организации и возглавить албанское восстание. Впоследствии они дали клятву в выполнении этого обещания. Было решено, что Исмаил Кемали должен организовать доставку 15 тысяч винтовок в Косовский вилает через Черногорию. Хасан Приштина попытался заручиться поддержкой Болгарии, предложив создание албано-македонского государства болгарскому депутату. Он встретился с ним в британском консульстве в Скопье. Британский консул в Скопье пообещал, что Соединенное Королевство окажет решительную поддержку албанцам. Восстание началось в западной части Косовского вилаета. Приштина, который во время восстания находился в Косовском вилаете, и Кемали, который находился в Европе, собирая оружие и деньги и пытаясь привлечь европейское общественное мнение на свою сторону, поддерживали связь через британское консульство в Скопье. Эсад Паша Топтани взял на себя обязательство организовать восстание в Центральной Албании и в регионе Северной Албании. Албанские солдаты и офицеры дезертировали с османской военной службы и присоединились к повстанцам.
Албанские повстанцы в Косовском вилаете потребовали от турецкой администрации ряда действий. Эти требования были напечатаны в эмигрантских газетах, издававшихся в Болгарии в середине марта 1912 года, включая назначение албанцев на государственные должности, создание школ с преподаванием на албанском языке и ограничение призыва албанцев в османскую армию пределами Косовского вилаета. Албанские повстанцы были разделены. Одни поддерживали партию «Единение и прогресс», другие – партию «Свобода и согласие», а некоторые даже хотели вернуться к режиму единоличной власти Абдул-Хамида II. 9 августа 1912 года албанские повстанцы представили новый список требований, так называемый список из 14 пунктов, который можно резюмировать следующим образом. Автономная система управления и правосудия в 4 вилаетах, населенных албанцами. Албанцы могут проходить военную службу только в 4 преимущественно албанских вилаетах, за исключением военного времени. Трудоустройство чиновников, знающих местный язык и обычаи, хотя и не обязательно албанцев. Новые лицеи и сельскохозяйственные школы в крупных районах. Реорганизация и модернизация религиозных школ и использование албанского языка в светских школах. Свобода создания частных школ и обществ. Развитие торговли, сельского хозяйства и общественных работ. Всеобщая амнистия для всех албанцев, участвовавших в восстании. Военный трибунал над теми османскими офицерами, которые пытались подавить восстание. Османское правительство приняло все требования, проигнорировало только последнее 4 сентября 1912 года. Приштина планировала начать новое восстание через 3 или 4 месяца, а затем провозгласить независимость Албании, но вскоре началась Первая Балканская война и разрушила его планы. Успех албанского восстания и новости об итало-турецкой войне послужили сильным сигналом соседним странам о том, что Османская империя слаба. Члены Балканской лиги решили, что они не могут упустить такую прекрасную возможность нанести удар по ослабленному османскому государству. Демонстрация слабости Османской империи и обещание албанской автономии поставили под угрозу амбиции Сербии. Сербия выступала против плана создания довольно крупного албанского государства, предпочтя раздел европейской территории Османской империи между 4 балканскими союзниками.